Ребят, всем привет! У нас так и не получилось сегодня выспаться. Вчера весь день мы провели в Барселоне, возвращались ночью домой. Ехать 500 километров, как я уже рассказывала, не ложились, дождь что шел стеной. Приехали, буквально час полежали, пошли позавтракали, Алиса проснулась и все. И день у нас начался заново. Поэтому сегодня у нас таких далеких планов особенно нет. Но мы думаем поехать в Алтею. Это соседний, очень красивый небольшой городок с белоснежными домиками, с набережной, с сувенирными магазинчиками. В общем, поедем где-то прогуляемся, пока снова не пошел дождь. Барселона. Чтобы добраться сюда из нашей Коста-Бланки, нам потребовалось 5,5 часов. Несмотря на межсезонье, народу очень много. И на этой скамейке змее сфотографироваться нереально практически. Несколько зданий, которые построил Антонио Гауди, мы сегодня постараемся увидеть. Алис, ой. С этого места также начинается пешеходная улица Лас Рамблас. Сейчас мы идем через огромный пешеходный квартал. Здесь много сувенирных магазинчиков, кафешек. Эта улица у жителей Барселоны считается примерно как наша Дерибасовская в Одессе. Ехать нам 5,5 часов, всю ночь проведем в дороге. Я думаю, что часам к 4 утра будем на месте. Меня тут уже вызывают. Мама, собирайся быстрее, говорит. Уже оделась. Погодка сегодня, конечно, мрачная, ноябрьская, но это нам не помеха. Красиво! Ой, какая красивая Алиса! Алиса уже собралась? А где Тая? А теперь мы ждем на ресепшене старших. Все собираются, очень неспешно у нас всегда все происходит. Итак, едем в Алтею, один из самых живописных городов на испанском побережье Коста-Бланка. Когда-то на этом месте была простая рыбацкая деревушка, а сейчас красивейший курорт Испании. В честь этого места даже выпустили автомобиль Seat Altea. Мы приехали в Алтею, небольшой городок, который расположен в 13 километрах от Кальпе. И погода сегодня не очень, поэтому мы прогуляемся по набережной, а уже завтра поедем куда-то в термальные источники, возможно, потому что за всю неделю мы еще ни разу не купались, а это непривычно для нас, когда мы путешествуем, поэтому обязательно надо сходить в какое-то такое место. Мой муж не выдержал, он ищет название этому памятнику и не может определиться, что это. Конечно, первое, что нам бросилось в глаза на набережной Алтеи, это эти скульптуры, памятники. Но они немножко специфические. Я не знаю, не могу понять пока задумку этого архитектора, задумку автора. Но их много. Мы сейчас пройдем по набережной и посмотрим все. Вон там еще и вот там. Они по всей набережной. Алтея была основана еще финикийцами. Позже всю эту территорию завоевали арабы, пришедшие из Северной Африки. Они называли этот городок Альтайя, на арабском «здоровье для всех». В эпоху мавров город прославился как лечебный курорт. Одна из главных достопримечательностей – это живописный старый город на холме. В него мы сейчас и отправились. Здесь царит атмосфера белоснежных домиков, узких улочек, цветет герань и розы и просто потрясающие виды на Средиземное море. Пошли, Алиса, вниз, идемте. Идем? Там. А что там? Сейчас мы выйдем на центральную площадь Алтеи, к собору. Мне очень нравятся такие спокойные места. Конечно, летом здесь многолюдно и оживленно, а сейчас городок как будто ждал только нас, чтобы показать нам свои уютные улочки. Этот квартал и это место мне чем-то напоминает греческий Крит. Пока мы гуляли, я не удержалась и загуглила об авторе этих памятников на набережной. Оказывается, они были изготовлены по заказу властей города. Их созданием занимался местный художник, который точно не хотел опозорить свою малую родину. Но эти статуи ежегодно получают массу негатива от туристов. Ну, понятно почему. Так как если быть более тактичной, то некоторые из них выглядят, скажем так, совсем неприлично. Поэтому вполне можно понять возмущение туристов с детьми.
Кроме старого города, в Алтее есть очень хорошие пляжи, красивая бухта на севере от горы Маскарад. Вот эти высотки на горизонте – это уже Бенидорм. Я не уверена, что это лошадка, конечно. Алиса! Держись. А бух не сделает она сейчас? На вершине старого города стоит церковь Пресвятой Девы Марии. Ее синий купол виден издалека. В старом городе расположено множество уютных ресторанчиков с открытыми террасами. У нас новая игра. Красивая улочка такая, белоснежная. Люблю. Вот такие здания я люблю. Такая Испания мне нравится. Забирай свои игрушечки, идем. Алис, забирай. Сюда я бы вернулась еще раз. Наверное, летом, уже в жаркое время года. Здесь будет совсем все по-другому. Алис, давай ручку. Прикольно. А вот тут какие с леденцами есть. Мне понравился город Алтей из-за того, что тут очень красиво, дома сделаны в белом стиле, и так приятно ходить по этим маленьким улочкам. Смотрите, какое солнышко выглянуло, а мы уже собрались уезжать. У нас сегодня получился такой ленивый, размеренный день отдыха. Мы никуда не спешили, гуляли, бродили по улочкам. Классно. Возвращаемся мы в наш Кальпе. У нас еще есть на вечер определенные планы. Ну дай ей булочку. Боже мой. Ну куча ж булок, возьми другую. Сделали остановку, потому что кого-то укачало на поворотах. Вернулись в наш отель, а здесь сбоку детская площадка, до которой мы все эти дни не доходили. Фрик! Там еще сбоку есть футбольное поле детское. Нравится? Несколько вещей, которые нас поразили в Испании. Возле каждого многоэтажного дома есть бассейн, то есть любой жилец в теплое время года может выйти и купаться. Классно, у нас такого нет. По бензину. Бензин здесь тоже не дешевый. Средняя цена 95-го бензина 1,5 евро за литр. Что еще интересно, приехали на одну заправку, вставил пистолет в банк, как у нас принято, да, и пошел к оператору заказывать себе бензин. Хорошо, что я вовремя доплился, потому что бензин сразу автоматически начал литься. Без моего согласия, без моего ведома, я еле успел вовремя вытащить пистолет. Потому что если бы я не заметил, пошел бы заказывать бензин к оператору, вернулся бы, бак бы был уже полный. Что делать, если нет денег на этот бензин, я не знаю. Так что будьте внимательны. Скоро в этот маленький средиземноморский городок Кальпе придет зима. Посмотрите, балконы почти все во многих домах закрыты ролетами, потому что люди уехали. Летом они сдавали это жилье, апартаменты. Сейчас все позакрывали и уехали в свои дома в других городах. А летом в сезон сюда вернутся. А вот здесь живут еще.